Мир природы полон парадоксов, но ни один из них не является столь же ослепительным, как колибри. В густых джунглях Амазонии или на залитых солнцем лугах Северной Америки этот крошечный обитатель небес бросает вызов самим законам физики. Колибри — это не просто птица, это биологический шедевр, воплощение экстремальной эволюции. Когда мы смотрим на нее, мы видим не просто пернатое существо, а живой механизм, работающий на пределе возможностей углеродной жизни. Ее присутствие выдает характерное жужжание, звук, который и дал птице ее английское название «hummingbird». Но это не голос, это песня трения воздуха о перья, совершающие до 80 взмахов в секунду. В этом видео мы приоткроем завесу тайны над тем, как нечто столь хрупкое может обладать такой невероятной силой. Колибри — единственные птицы в мире, способные летать назад и зависать в воздухе с точностью хирургического инструмента. Их полет больше напоминает движение насекомого, чем птицы. В то время как обычные пернатые создают подъемную силу только при движении крыла вниз, колибри научились извлекать энергию из каждого мига. Их крылья описывают в воздухе идеальную восьмерку, создавая опору как при взмахе вниз, так и при движении вверх. Это требует колоссальной работы скелета. Кости их крыльев срослись таким образом, что сустав плеча стал невероятно гибким, позволяя крылу вращаться почти на 180 градусов. Это триумф инженерной мысли природы, превративший маленькое тело в самый маневренный летательный аппарат на планете. Если бы человек обладал метаболизмом колибри, его температура тела поднялась бы до уровня плавления свинца, а сердце разорвалось бы от перегрузки. Внутри этой крошечной грудной клетки бьется мотор, не знающий отдыха. В состоянии покоя сердце колибри совершает около 500 ударов в минуту, но стоит ей взлететь, как пульс разгоняется до невероятных 1200 ударов. Это необходимо для того, чтобы доставлять кислород к мышцам, которые работают с интенсивностью, не имеющей аналогов в мире позвоночных. Чтобы поддерживать этот внутренний огонь, колибри вынуждена питаться практически непрерывно. Она живет на грани голодной смерти каждую минуту своего бодрствования. Рацион — это высокооктановое топливо, цветочный нектар, чистый сахар, разбавленный водой. За день колибри выпивает нектара вдвое больше собственного веса. Представьте себе человека, поглощающего 150 килограммов еды за сутки. Именно таков масштаб аппетита этой малютки. Но сахар — это только энергия. Для строительства тела и получения белков колибри превращается в расчетливого хищника, вылавливая из воздуха мелких мошек и снимая пауков с их сетей. Этот двойственный образ жизни нектарного наркомана и стремительного охотника делает ее уникальным связующим звеном в экосистеме. Каждое движение, каждый взмах крыла — это сжигание калорий, которое должно быть немедленно восполнено.
Цвета калибри — это одно из величайших чудес оптики. Когда вы смотрите на изумрудное горлышко или рубиновую голову птицы, вы видите не пигмент, как на лепестке цветка или на одежде. Это структурная окраска. Перья калибри покрыты микроскопическими слоями кератина, которые работают как призмы. Они преломляют свет, разделяя его на спектры и отражая только определенные волны. Именно поэтому калибри может мгновенно гаснуть. Стоит ей повернуть голову на пару градусов, и ослепительный всполох превращается в тускло-коричневое или черное пятно. Это игра со светом, способ коммуникации и маскировки одновременно. Эволюция создала это великолепие не для нашего восхищения, а для жесткой конкуренции. Яркое оперение самцов — это их паспорт, их статус и их оружие в борьбе за внимание самок. В мире, где каждый грамм веса имеет значение, длинные хвосты и пышные воротники кажутся излишеством. Но для калибри это вопрос продолжения рода. Каждый вид имеет свой уникальный световой код. Некоторые обитатели лесов обладают чешуйчатыми перьями, которые светятся даже в глубокой тени подлеска, указывая сородичам путь к кормовым территориям. Это живые драгоценности, чей блеск зависит от того, под каким углом на них смотрит солнце. Калибри и тропические цветы ведут совместную историю уже миллионы лет. Это классический пример коэволюции, где форма клюва птицы идеально соответствует кривизне венчика цветка. Есть виды, чей клюв длиннее всего остального тела. Это позволяет им доставать нектар из глубоких трубчатых цветов, недоступных ни одному другому существу. Калибри не просто грабит растение. Она является его главным курьером. Погружая голову в чашечку цветка, птица пачкается в пыльце, которую затем переносит на следующее растение. Многие виды цветов настолько специализированы, что зависят от единственного вида калибри для своего размножения. Этот процесс требует невероятной точности. Язык калибри — это еще один шедевр биомеханики. Он длинный, раздвоенный на конце и работает не как соломинка, а как самозаполняющийся насос. При контакте с нектаром желобки на языке мгновенно раскрываются под действием поверхностного натяжения, впитывая жидкость, и закрываются при втягивании. Весь этот процесс происходит со скоростью молнии. Птица может совершать до 20 глотков в секунду. Это взаимодействие — тихий контракт между флорой и фауной, обеспечивающий выживание обоих. Без калибри многие тропические леса просто перестали бы существовать в их нынешнем виде.
Не позволяйте их размеру обмануть вас. Колибри — одни из самых агрессивных птиц на Земле. В их мире нет места милосердию, когда дело касается еды. Территориальность колибри граничит с одержимостью. Маленький самец весом в 3 грамма может бесстрашно атаковать ястреба или ворону, если те приблизятся к его излюбленному кусту с цветами. Они устраивают настоящие воздушные дуэли, пикируя друг на друга со скоростью гоночного болида и используя свои острые клювы как рапиры. Эти сражения сопровождаются пронзительным писком и яростным треском крыльев. Энергетический бюджет колибри настолько скуп, что любая чужая птица на их участке рассматривается как прямой вор, крадущий их жизнь. Даже в сезон размножения самцы редко терпят друг друга. Их социальная структура — это хаос индивидуалистов, где каждый сам за себя. Даже процесс ухаживания похож на демонстрацию силы. Самцы выполняют головокружительные мертвые петли и резкие падения с высоты десятков метров, создавая хвостом свистящие звуки, чтобы впечатлить самку. Это жизнь на высокой скорости, где агрессия — лишь способ обеспечить себя достаточным количеством сахара для следующего часа жизни. Самая большая проблема для существа с таким метаболизмом — это ночь. Когда солнце заходит и цветы закрываются, колибри не может продолжать питаться. Если бы она просто спала, как обычные птицы, ее запасы энергии иссякли бы за пару часов, и к рассвету она бы погибла от истощения. Чтобы выжить, колибри разработали уникальную стратегию — торпор, или физиологическое оцепенение. Каждую ночь они впадают в состояние, граничащее со смертью. Температура их тела падает с 40 градусов до температуры окружающего воздуха. Сердце замедляется до 10 ударов в минуту, а дыхание становится редким и поверхностным. В этом состоянии птица полностью беззащитна. Она висит на ветке, похожая на холодный комок перьев, и не реагирует на внешние раздражители. Это ежедневная клиническая смерть, позволяющая экономить до 90% энергии. Пробуждение – процесс долгий и болезненный. Колибри нужно около 20 минут, чтобы прогреть свои мышцы с помощью дрожи и вернуться в активное состояние. Первый утренний полет — это всегда риск, так как мышцы еще не слушаются. Но жажда гонит их к первым раскрывшимся бутонам. Эта ночная борьба за выживание остается скрытой от глаз, но именно она позволяет колибри существовать в условиях. Материнство у колибри — это подвиг одиночки. Самец не принимает никакого участия в строительстве гнезда или воспитании потомства. Его роль заканчивается сразу после спаривания. Самка строит свой дом из самых деликатных материалов — мха, лишайников и, что самое важное, паутины.
Паутина — это секретный ингредиент. Она делает гнездо не только прочным, но и эластичным. По мере того, как два крошечных птенца размером не больше фасолины растут, гнездо растягивается вместе с ними, не разваливаясь. Яйца колибри выглядят как крошечные белые жемчужины. Мать должна постоянно разрываться между необходимостью согревать кладку и необходимостью кормиться самой. Когда птенцы вылупляются, они абсолютно голые и беспомощные. В течение первых недель жизни мать кормит их смесью нектара и переваренных насекомых, впрыскивая питательный коктейль прямо в их глотки. Это требует ювелирной точности, чтобы не повредить нежные ткани птенцов длинным клювом. Несмотря на хрупкость, юные колибри растут невероятно быстро, и уже через 3 недели они готовы совершить свой первый вылет в мир, где им придется самостоятельно сражаться за каждый глоток нектара. Одним из самых невероятных фактов о колибри является их способность к миграции. Рубиново-горлый колибри, весящий меньше монеты, ежегодно совершает перелет через Мексиканский залив. Это 800 километров открытой воды без возможности приземлиться и отдохнуть. Перед таким путешествием птица удваивает свой вес, накапливая жир, который служит ей топливом. Она летит в одиночку, полагаясь на внутренний компас и невероятную выносливость. Это кажется невозможным. Существо, которое живет на грани голода, пересекает океан, борясь с ветрами и штормами. Миграция — это высшее испытание их физиологии. Колибри движутся вслед за цветением растений, создавая нектарные коридоры через целые континенты. Они помнят места, где кормились в прошлом году, демонстрируя поразительную для такого маленького мозга память. Их маршруты выверены тысячелетиями эволюции. Каждая выжившая птица — это победитель в самой сложной гонке на выживание. Это путешествие подчеркивает главную истину о колибри. В природе размер не определяет величие. Сила духа и биологическое совершенство могут быть упакованы в оболочку весом в несколько граммов. Сегодня мир колибри меняется. Изменение климата сдвигает сроки цветения растений, и привычные графики миграции начинают давать сбой. Вырубка лесов и использование пестицидов уничтожают их кормовую базу и источники белка – насекомых. Но колибри демонстрируют удивительную гибкость, адаптируясь к жизни в городских садах и используя кормушки, расставленные людьми. Мы обязаны сохранить этих существ не только из-за их красоты, но и из-за их критической роли в поддержании биоразнообразия. Колибри — это напоминание нам о том, насколько сложным и хрупким может быть равновесие в природе. Глядя на эту птицу, мы видим не просто объект исследования, а символ неукротимой жизненной энергии. Она учит нас тому, что можно быть маленьким, но при этом обладать огромным сердцем и несокрушимой волей к жизни. В каждом взмахе ее крыла, в
каждой вспышке ее перьев скрыта история миллионов лет борьбы, успеха и невероятной красоты, которая продолжает украшать нашу планету.